Он вырабатывает электроэнергию 24 часа в сутки. Моя прелесть. Красава. Потекла. Данный генератор построен по принципу электромобиля, только наоборот. Я сейчас запускаю двигатель. Оп. Работает. А почему бы ему не работать? Добрый день. Я Михаил Коваленко, а это наша разработка гибридный генератор PGEN. На проектировку и разработку данного генератора ушло порядка 2,5 лет. Это было плодотворное творческое время, когда мы смогли применить самые последние, самые современные технологии в области разработки силовой и цифровой электроники. На создание этого генератора меня вдохновил один случай из детства. Как-то я прочитал один интересный лозунг. Коммунизм – это есть советская власть плюс электрификация всей страны. И вот вторая часть меня очень сильно вдохновила. Дело в том, что у нас очень большая страна, и электричество доступно далеко не везде. Возможно, в городах оно и есть, но если выйти за пределы города, оно не всегда доступно. Более того, да, существует автономная генерация, которая позволяет вырабатывать электроэнергию, но за счет того, что она потребляет большое количество топлива, это очень сложно, дорого, экономически невыгодно. Поэтому, чтобы было электричество всегда, такого не было нигде. Поэтому было принято решение разработать систему, которая бы позволяла иметь электроэнергию 24 часа в сутки, в поле, и при этом, чтобы потребление топлива было минимальным, точнее максимально минимальным, которое возможно в природе. Наш генератор может применяться в следующих областях. В бытовых целях он может служить как автономным источником электроэнергии или источником бесперебойного электроснабжения. Он может применяться в коммерческих целях, например, во время строительства, когда нет электроснабжения. Он может применяться в путешествии, в выездных разных видеосессиях. Он может применяться на опорных станциях GSM и в любом другом месте, где необходима электроэнергия 24 часа в сутки, и при этом нагрузки небольшие или средние, и нужно, чтобы топливо потреблялось по минимуму, где сложно подвозить топливо постоянно. Главное преимущество данного генератора состоят в следующем. Первое. Его габариты. Несмотря на то, что это прототип, он выглядит довольно-таки неказисто и большим. На самом деле его компоненты внутри этих коробок довольно-таки небольшого размера, и в его уже коммерческой версии все это будет умещаться в габарит данного генератора даже меньше раза в 1,5. Верхушки это и не будет точно. Второе. Он имеет невероятно высокий КПД. То есть КПД трансформации электроэнергии от двигателя до непосредственно электроснабжения у него составляет приблизительно 94%. Это максимальный показатель в индустрии, который возможно добиться. Третье. Он вырабатывает электроэнергию 24 часа в сутки за счет того, что у него в составе есть накопитель. И четвертое, самое основное, это его цена. Дело в том, что он стоит приблизительно в 15-20 раз дешевле любого иностранного аналога. Данный генератор имеет широкий спектр эксплуатационных условий. Он может работать при температурах от минус 20 до плюс 40 градусов по Цельсию. Это вызвано тем, что в его составе есть литий-ионный аккумулятор, который имеет эксплуатационные характеристики от минус 20 до приблизительно плюс 40 градусов. Поэтому его можно применять практически везде, на окраинах нашей страны. Данный генератор может работать на широком спектре топлива. Он может работать на бензине, он может работать на дизеле, а также он может работать на природном газу. Например, сжиженный пропан-бутан или метан компримированный или тоже сжиженный. Если этот генератор работает на сжиженном природном газе, то он становится невероятно экологически чистым, потому что у него очень чистый выхлоп, и тем самым может быть применяться практически в любой сфере народного хозяйства. И что это, кстати, очень экономически выгодно. Электроэнергия, вырабатываемая данным генератором от природного газа или пропан-бутана, в среднем при текущих рыночных ценах может составлять от 5 до 6 рублей за киловатт-час потребленной электроэнергии. Это очень дешево для генераторов такого типа. Данный генератор не является уникальным, потому что у него есть конкуренты и аналоги. Но у него есть ряд серьезных преимуществ. Например, если сравнивать, допустим, с иностранными аналогами, есть датская компания, называется Whisper Power, которая производит подобные изделия, в частности, для водного транспорта, то основным разницей этого генератора и любого того, что существует на рынке, это даже три основных показателя. Первый – габариты и вес. Он приблизительно в 5-10 раз меньше и легче.
Второе – это КПД. У него КПД будет выше приблизительно процентов на 30-40. И самый важный третий – это цена. Потому что данный генератор будет стоить приблизительно от 15 до 20 раз дешевле любого иностранного аналога. Данный генератор, в частности, это там изделие, является, по сути дела, электромобилем только наоборот. Состоит он из следующих узлов и агрегатов. Это двигатель внутреннего сгорания. Это аналог двигателя фирмы Honda, модель GX. Это самый распространенный модель двигателей в мире. Он очень дешевый, неприхотливый, невероятно ремонтопригодный. На него запчасти есть практически везде. Он может даже чиниться в полевых условиях. Поэтому это самая лучшая модель для этого генератора. Дальше у него идет альтернатор, который одновременно является и стартером. Это полностью наша разработка. Это бескаркасная технология с применением неодимовых магнитов. Он невероятно компактный, маленький и имеет очень высокий КПД, порядка 98%. Блок управления генератором. Это блок, который является одновременно стартером и выпрямляющим устройством. Он разработан на базе микроконтроллера, никаких внешних дополнительных управляющих микросхем нет, только программное цифровое обеспечение. Дальше идет система контроля и управления батарей. Также она разработана на базе микроконтроллера, никаких интегральных схем пассивных там нет, только 100% цифровая технология. Данная система позволяет контролировать и управлять полностью батареей вплоть до каждого элемента, как в автомобиле, один к одному. Система повышения напряжения, которая берет напряжение 50 вольт и превращает его в 400 вольт. Это современная резонансная технология, имеет невероятно высокий КПД, и она обеспечивает также гальваническую развязку. После чего идет инвертор, непосредственно прибор, который из постоянного тока делает переменный и подает его в розетки. Также это очень современная технология с применением кремний-карбидовых полупроводников. Это самый последний писк моды. И очень низкий уровень шума. То есть нет ни наводок и нет никаких искажений синуса. Также все эти блоки, они независимые. Они объединены общей шиной CAN, как в автомобиле, промышленный, с проприетарным протоколом. Мы назвали его CAN Energo, который все данные передает на сервер и на центральный контроллер. Центральный сервер, который построен на базе операционной системы OpenVRT. Эта операционная система применяется во всех Wi-Fi роутерах. Если у вас дома есть роутер, то там будет именно эта операционная система с вероятностью 99%. Что это дает? Во-первых, полный контроль и мониторинг данного устройства удаленно. Второе. Если у вас есть, допустим, модем, вы можете подключить его к генератору, и генератор станет вашим домашним роутером и сможет не только потреблять интернет, но еще и раздавать. Также он ведет полную базу данных всех событий, потому что в данном устройстве порядка 56-58 контролируемых параметров, которые все пишутся постоянно, что позволит представлять эту информацию в виде красивых графиков и удобно для мониторинга. Для чего все это нужно? Так как у данного генератора есть не только бытовое, но и промышленное применение, в том числе и удаленное, это невероятно удобно для конечного потребителя. Эти генераторы можно объединять в сеть. Мы сейчас делаем сервис для облачного управления, то есть можно удаленно управлять целой плеядой этих генераторов, смотреть их параметры и контролировать их абсолютно в любом направлении. Включать, выключать, стартовать, смотреть, сколько там осталось топлива, какое количество наработки часов, сколько было потреблено электроэнергии. Более того, так как все управление является абсолютно цифровым, то данный генератор абсолютно защищен. Там внутри идет сквозное шифрование AES 256 бит. Что это позволяет? Это позволяет то, что никто, даже специалист, не сможет забраться вовнутрь и попытаться, допустим, его включать без внешнего управления владельцем. Это очень удобно. Например, если, допустим, данное изделие сдавать в аренду или в лизинг, то никто не сможет попытаться им воспользоваться без разрешения его основного владельца. Генератор PGEN, как я уже говорил, имеет встроенную веб-страничку, и он великолепно управляется удаленно. Сейчас я продемонстрирую, как происходит старт двигателя, после чего двигатель работает в автономном режиме, он может работать в автоматическом режиме. Сейчас он работает в ручном режиме для целей демонстрации. Двигатель периодически будет включаться сам, подзаряжать батарейку и отключаться, тем самым экономя невероятное количество топлива. Я сейчас запускаю двигатель. Оп.
Работает. А почему бы ему не работать? Все. Генератор запустился. Он сейчас находится в режиме подогрева, потому что в помещении довольно-таки прохладно. Температура двигателя составляет 8 градусов. Он немножечко прогреется сам. И после этого перейдет в эксплуатацию. Более того, можно наблюдать в системе меню, что у него уже идет небольшая зарядка, приблизительно 4-5 ампер, потому что он прогревается. После чего он выйдет в рабочий режим и будет заряжаться уже большими токами. Сейчас я генератор выключу, потому что очень громко и выхлоп у него идет. Генератор управляется полностью удаленно, и поэтому даже управление его электроснабжением, а именно выходным напряжением 220 вольт, тоже осуществляется удаленно. Сейчас я подготовил ряд бытовых и строительных приборов для того, чтобы продемонстрировать, как работает генератор с ними. Значит, вот сейчас я запущу генератор удаленно через веб-страничку. Вот. Все. При первом пуске он требует буквально приблизительно 10-15 секунд. Это там происходят внутренние процессы установки рабочего напряжения. Более того, за процессом можно наблюдать в панели управления. В данном случае это отладочная, которая позволяет видеть напряжение батарейки, рабочее напряжение инвертора и так далее и тому подобное. Все. Значит, мы переходим в основное меню. Можем посмотреть следующее. Генератор готов к работе. Вот вольтметр показывает 220 вольт. А сейчас я буду включать разные приборы и смотреть, как они работают. Начнем с пылесоса. Самый распространенный бытовой прибор на более максимальной мощности. Это еще не вся мощность. Можно что-то пропылесосить. Например, эту штуку. Работает. Довольно-таки мощный. Пылесос почти 2 киловатта. Одним из основных инструментов на стройке является дрель. Точно так же мы можем ее применять с генератором. Это перфоратор. Я даже могу что-нибудь им просверлить. Ну, не буду, вот. Пожалуйста. Можно просверлить стену, что угодно. Как я и говорил, одной из особенностей этого генератора заключается в том, что двигатель постоянно не работает. И вы видите прекрасно, что генератор, именно двигатель, выключен, а мы работаем от накопителя литий-ионной батареи. Более того, он имеет достаточную мощность, чтобы обеспечивать не просто бытовые приборы, но и также приборы, широко применяемые в строительстве. Например, возьмем строительный фен мощностью 2 киловатта. В том числе у него есть один неприятный режим, когда он работает на половину мощности. В этом случае у него происходит частичное искажение синусоиды напряжения питающего устройства. Большинство ИБП, даже иностранные 10-киловаттные, не могут с этим справиться, потому что у них возникают перекосы. Данному генератору все равно, он работает с абсолютно любыми нагрузками, при этом выдает 100% корректную, качественную синусоиду. Отклонения от ГОСТа там у него могут быть доли процента, независимо от нагрузки. Сейчас мы можем наблюдать в приборе даже на веб-страничке текущую нагрузку. Вот я сейчас переключаю. Вот мы можем видеть, что холостое потребление генератора всего лишь 23 ватта. Это, можно сказать, рекорды такого вида приборов в классе мощности 5 киловатт, потому что 23 ватта холостого хода – это невероятно мало. Некие лучшие зарубежные российские аналоги для гальванически развязанных устройств, извините за сложные слова, похожего качества энергии и похожего КПД предложить не могут. Более того, данный генератор сохраняет КПД выше 98% практически во всем диапазоне нагрузки, от нуля до максимума. Сейчас мы произведем хорошую вещь. Мы возьмем строительный фен, как я уже говорил, и с помощью него попытаемся потопить сосулечку. Вот она, значит, что? О, пошла красота. Сейчас нагрузка около киловатта, это видно на веб-страничке. А теперь мы дадим максимальную. О, красава. Потекла. Видно, что 2 киловатта. Великолепно работает.
строительный фен. И, наконец, самым любимым прибором у нас является, наверное, это чайник, потому что мы чаще всего его используем для вскипячения воды и так далее. Мы будем использовать чайник для того, чтобы вскипятить энергию. Это приблизительно 2,5 киловатта нагрузки. Нагрузка видна на веб-страничке, вру, 1,5 киловатта. Тоже хорошая нагрузка. Начинает кипеть. Мы немножечко уже откроем. Хорошо кипит. Напряжение очень стабильное, можно посмотреть, 220 вольт. Да, великолепно. 2 киловатта. Вот сейчас уже стало, потому что чайник со временем дает больше нагрузку. Тут воды сколько? Где-то пол-литра. Сейчас он закипит. Это не реклама чайника, это реклама генератора. Вот, сейчас мы вскипятим. И да, так как я сказал, что генератор управляется удаленно, я его просто потом подключу через веб-страничку до того, как сработает отсекатель по температуре самого чайника. Как видите, чайник зашумел. Генератор сейчас дает приблизительно 2 киловатта на энергии. Это видно на веб-страничке. Видно, что он хорошо работает. Поэтому мы его сейчас отключим. Кстати, видно, что батарейка при этом немножечко подсаживается. Это видно в меню генератора. И мы можем удаленно его выключить. Все. Генератор выключен. Выключился чайник. И подводя итоги нашей презентации, хотел бы еще раз акцентировать внимание на достоинствах этого генератора. Первое, как вы видите, двигатель работает редко. Вся электроэнергия, вырабатываемая, накапливается в литиевом накопителе. У генератора невероятно высокий КПД. Если брать на круг от выработки кинетической энергии до 220 вольт, это приблизительно 94-95%, лучшая в индустрии. Он работает 24 часа в сутки. На одном бензобаке он может поработать в среднем от 2 недель до месяца, в зависимости от потребления. Да, это правда. Потому что потребление у него идет приблизительно 250-300 грамм топлива. Это может быть сжиженный газ, это может быть бензин. На один потребленный, не выработанный, а именно потребленный киловатт-час он полностью управляется удаленно. Невероятно хорош в применении в поле и в любом месте, где, допустим, нет людей. Потому что он позволяет полное удаленное управление как через мобильные сети, так и через интернет. Спасибо большое за презентацию. Ну, а я немножко вскипятил себе водички, пойду пить чай.